Хачапури. Особенность этого грузинского пирога с сыром не только в узнаваемой форме, но и в рецепте теста. Тесто для хачапури не должно напоминать ни пиццу, ни батон, ни пасхальный кулич. Важно не только соблюдать пропорции, но и использовать набор продуктов, характерный для грузинской кухни. Сегодня будут хачапури двух видов – по-мигрельски и по-аджарски. Растворяю дрожжи в теплой воде. Всегда выбирайте свежие дрожжи, которые только-только купили. Муку обязательно просеиваю. Добавляю к муке 3 ложки растительного масла, 2 чайных ложки сахара, чайная ложка крупной соли. А сейчас очень важный ингредиент – кисломолочный продукт. В Грузии для этого используют мацони и домашнюю простоквашу. Все это можно заменить несладким йогуртом с жирностью 5%. Он обязательно должен быть комнатной температуры. В этом рецепте у меня именно такой. Понемногу вливаю растворенные в воде дрожжи и начинаю замешивать тесто. Оно должно получиться вязким и липким. Такое тесто для хачапури можно вымешивать любым миксером с помощью насадок в виде крюков. В завершении смазываю тесто сверху растительным маслом, обязательно накрываю и помещаю в теплое место. Тесто должно удвоиться в объеме. В это время можно заняться начинкой. За пределами Грузии купить настоящие грузинские сыры практически невозможно. Поэтому буду использовать наиболее распространенные сыры – адыгейский, сулугуни, а также обыкновенный творог. Можно добавить и любой другой имеющийся сыр. Хачапури от этого только выиграет. Поверхность стола посыпаю мукой и формирую будущие хачапури. Для хачапури по-мигрельски характерна круглая форма. Начинка в этих хачапури будет как внутри, так и снаружи. Это, пожалуй, самый сырный из всех хачапури. Возможно, со стороны все действия покажутся вам сложными, но в реальности руки сами делают все необходимое. Хачапури по-мигрельски. Сыр, помещенный внутрь, расплавится, а тот, что наверху, расплавится и приятно запечется. После того, как хачапури сформирован, положите его на противень и снова поставьте его в теплое место без ветра и сквозняков на 20 минут. И только после этого отправляйте в духовку 220 градусов 17 минут. Для хачапури по-аджарски сделайте из теста окружность и разместите начинку в центре, отступив 2 см от края. Заверните бортики так, чтобы часть начинки оказалась внутри бортика. У этих хачапури знаменитая узнаваемая форма лодочки. Помещаю на противень и также отправляю в теплое место на 20 минут, чтобы тесто еще раз подросло. В центр готового и горячего хачапури по-аджарски добавляется яичный желток. От высокой температуры он загустеет и сделается своеобразным соусом, в который так приятно обмакнуть свежеиспеченный хлеб. Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями, а также поставьте большой-большой лайк.
Если вы впервые на канале, подписывайтесь, чтобы смотреть и другие видео с новыми рецептами.